Всем привет, друзья! Вы на канале Дмитрий Завьялов. В этом видео я собрал много крутых автотоваров с сайта AliExpress, и обязательно ставьте лайк, если я сумел вас немного удивить. Поехали! Защитить элементы кузова от сколов можно специальной прозрачной пленкой, которую легко сумеет прикрепить даже неопытный автовладелец. Пленка из термопластичного полиуретана имеет размеры 50 см на 150 см и при этом прекрасно растягивается при нагревании, не теряя своих свойств эластичности. Пленку можно использовать для защиты разнообразных поверхностей, но защита кузова автомобиля – это лучшее применение для нее. Во-первых, капот, крылья и бампера, защищенные полиуретановой пленкой, сверкают на солнце, имитируя блеск нового автомобиля. Во-вторых, пленка прекрасно защищает от камней и другого дорожного мусора, не допуская сколов на лакокрасочном покрытии. И в-третьих, к машине не липнет грязь, которую легко можно смыть без шампуня струей чистой воды. Есть много категорий людей, за кем могут следить и даже прослушивать их разговоры. Это актеры, политики, высокопоставленные лица и бизнесмены. Хотя следить могут и за супругами, если один из них не доверяет другому. В любом случае, это неприятный факт, от которого часто приходится защищаться. И для этого есть прекрасное средство – мобильный искатель GPS-жучков. Благодаря широте диапазона прибор может найти GPS-жучки, работающие на разных частотах. В комплекте прилагается сам прибор, инструкция по эксплуатации, зарядное устройство и выдвижная гибкая антенна для доступа в неудобные места. Этим искателем можно обнаруживать жучки слежения не только на одежде, но и в автомобиле, за передвижением которого могут следить недоброжелатели. Небольшие царапины на лакокрасочном покрытии автомобиля можно быстро удалить без покраски. Для этого есть специальные карандаши для удаления царапин. С этим инструментом не нужно быть специалистом, потому что для того, чтобы избавиться от царапины, достаточно лишь провести по ней карандашом. Естественно, что для этого придется подобрать карандаш, максимально близко подходящий по цвету автомобиля. Сделать это будет несложно, так как на выбор предлагается более 20 цветов, среди которых можно найти подходящий. Такой карандаш для удаления царапин нужен не только в автосервисе, но и практически каждому автовладельцу, чтобы сэкономить деньги на мелком ремонте. Не только на старых, но и на некоторых современных автомобилях часто нет определенных указателей, показывающих, например, давление масла и его температуру, точную температуру охлаждающей жидкости, напряжение в бортовой сети и многое другое. Решить эту проблему несложно, если купить и отдельно установить такой датчик вместе с указателем. При покупке придется выбрать, какой датчик и указатель вам нужны – тахометр, термометр для охлаждающей жидкости, вольтометр или указатель давления масла. Дополнительные датчики с указателями помогут контролировать состояние автомобиля, не допуская перегрева его двигателя или езды при низком уровне давления масла. Эти датчики с указателями работают от бортовой сети автомобиля напряжением 12 вольт и поэтому могут быть установлены на легковые автомобили и на легкие грузовики с одним аккумулятором. В комплекте есть все провода, кронштейны и винты для крепления. Невероятно мягкая пружинная гелевая подушка прекрасно подойдет для широкого использования благодаря удобству и компактности. Пружинистый дышащий слой гелевой подушки имеет ячеистую структуру, сходную с пчелиными сотами. Идеальные шестигранные объемные фигуры легко сминаются и расправляются, благодаря чему подушка легко возвращает свою форму при снижении нагрузки на нее. Благодаря дышащему свойству, мягкости, малому весу и компактности гелевую подушку можно одинаково эффективно использовать и в автомобильном кресле, и на дачном стуле, и просто на песке во время отдыха на пляже. С такой подушкой в автомобиле можно проделать долгий путь и не устать благодаря прекрасному массажному эффекту. палящую жару знойного лета практически невозможно сесть в автомобиль, раскаленный на солнце. Если же в автомобиле нет кондиционера или автомобиль не получится завести, например, в кемпинге среди отдыхающих, то эту проблему придется решать по-другому. В таких случаях пригодится баллон с быстрым охладителем салона. Для охлаждения нагретых частей автомобиля необходимо распылить аэрозоль из баллона, предварительно встряхнув его несколько раз. При испарении нанесенного состава произойдет быстрое охлаждение сидений и их спинок,
резинок, руля и подушек. Не рекомендую распылять состав на лобовые стекла автомобиля, а при хранении баллона запрещено оставлять его в зоне действия прямых солнечных лучей. В случае необходимости составом этого баллона можно охладить не только детали интерьера автомобиля, но и свою рабочую одежду и даже забинтованные раны. В некоторых ситуациях приходится искать способы защиты определенных территорий или парковочных мест от заезда автотранспорта. Если нужно оградить пешеходную зону, закрыть въезд с автотранспорту или защитить оплаченное парковочное место от других автовладельцев, нужно воспользоваться специальным блокировщиком парковок. Блокировщик представляет собой шарнирный механизм с замком, который можно поднимать и блокировать, или же, сняв замок, открыть доступ к проезду автомобиля. В сложенном состоянии механизм занимает очень мало места, и по нему можно легко проехать, а в рабочем положении он представляет существенную преграду, закрывающую проезд. Устанавливается блокировщик при помощи анкерных болтов, и поэтому его легко можно закрепить в любом месте, где есть асфальт или бетон. Со временем лакокрасочное покрытие автомобиля теряет свой первозданный блеск, который можно не только вернуть, но и сделать его намного лучше. Виниловая пленка, создающая эффект свежей покраски авто матовым металликом, может быть подобрана под цвет любого автомобиля. Ширина пленки стандартная и равна 152 сантиметрам, а вот длину 5, 10 или 20 метров можно выбрать при покупке. Такого рулона хватит даже для обтяжки седана представительского класса. В магазине виниловых пленок необходимо подобрать пленку под цвет своего автомобиля и рассчитать длину, чтобы и на обтяжку хватило, и не надо было переплачивать за лишние метры. Машина, обтянутая виниловой пленкой, будет переливаться яркими красками нового автомобиля. Пленка легко натягивается на поверхность автомобиля, а при необходимости замены ее можно быстро снять, чтобы обклеить новой пленкой. В салонах автомобилей часто можно видеть фигурки животных или их головы, что создает определенную атмосферу спокойствия и уюта. Кроме этого, многие водители пользуются ароматизаторами для того, чтобы в машине приятно пахло. Но для того, чтобы не покупать дважды, можно купить игрушку «Голова собаки», которая одновременно является и источником благоухания в салоне. При покупке необходимо выбрать один из цветов – белый, красный или черный, а также определиться, должны ли быть солнцезащитные очки у собаки или вам этого не нужно. Используя собственный парфюм, запах которого вам нравится, можно создать в салоне автомобиля нужную атмосферу для комфортной езды. В повседневной жизни человеку часто приходится что-то крепить, и при этом обычно требуется хорошее качество соединения деталей. Проще всего добиться этого, используя двухсторонний скотч с сильной клеевой основой. Этот скотч пригодится не только в доме, но и обязательно нужен в каждом автомобиле, так как автовладельцы часто сталкиваются с тем, что детали обшивки салона или багажника могут быть закреплены ненадежно. Кроме того, если нужно прикрепить зеркало заднего вида, держатель для телефона или любой другой предмет к обшивке или панели, двусторонний скотч позволит сделать это быстро и надежно. Двусторонний скотч с сильным клеевым слоем имеет длину 3 метра, а вот ширину необходимо указать при покупке. К продаже предлагается 12 вариантов ширины скотча от 5 до 100 мм. Заметить невооруженным глазом неровности элементов кузова при рихтовке довольно сложно, но эту задачу можно легко решить, используя специальную отражательную линейную панель. Панель имеет черно-желтые полосы, прекрасно отражающиеся на лакокрасочном покрытии автомобиля. Для того, чтобы изображение стало более четким, нужно использовать дневной солнечный свет или свет от фонарика. Линии, отраженные на поверхности кузова автомобиля, искривляются, показывая все неровности, которые необходимо рихтовать. Линейная панель для рихтовки поставляется с гибким держателем, оснащенным присоской, что позволяет закрепить его в любом месте кузова и повернуть под нужный угол для проверки ровности поверхности. При ремонте автомобилей часто приходится искать способы раздвинуть двери, отжать друг от друга части кузова или приложить определенное усилие к какому-либо элементу во время сварки деталей. Но что делать, если нет помощника или если нельзя использовать монтировку во избежание порчи кузова? Вот в этот момент вам и поможет воздушная подушка для ремонта автомобиля. Несмотря на свои небольшие размеры 15 на 16 см, подушка способна создавать усилия на разжатие до 150 кг
килограммов. Для использования этого инструмента достаточно просто засунуть подушку в вздутом состоянии в нужное место и накачать ее. Подушка выполнит работу за вас, разжимая поверхность с усилием до 150 килограммов. Подушка для ремонта авто поставляется с грушей для накачивания и шлангом, на котором установлен перепускной клапан. Знак аварийной остановки должен быть в каждом автомобиле, однако частенько исполнение этого аксессуара оставляет желать лучшего, да к тому же в непогоду его обычно очень плохо видно. Для того, чтобы обезопасить жизнь водителя, попавшего в трудную ситуацию, и для того, чтобы сохранить в целости автомобиль, при аварийных случаях нужно установить такой знак, который будет виден всем и в любых условиях. И такой знак есть. Это LED-знак аварийной остановки, имеющий треногу для быстрой установки, мигающий светодиодный фонарь красного света треугольной формы предупредит проезжающих водителей о необходимости снижения скорости для объезда остановившегося транспорта. Безотказно работает в любую погоду, так как корпус фонаря защищен от проникновения влаги. Автомобильные баферы легко устанавливаются на пружины легковых автомобилей без разборки. Полиуретановые баферы просто и легко вкручиваются в пружину благодаря своим конструктивным особенностям, которые заключаются в том, что пазы баферов точно повторяют изгибы пружин стоек легкового автомобиля. Перед покупкой баферов необходимо выбрать один из 6 типов, чтобы баферы подошли к пружинам вашего автомобиля. Для правильного выбора есть таблица, в которой указаны размеры пружин для каждого типа бафера. После установок баферов на пружины стоек автомобиля сразу чувствуется заметная мягкость езды на неровной дороге. К тому же будет небольшая прибавка клиренса, что для наших дорог тоже немаловажный факт. Для быстрого ремонта проколов шин в дороге есть немало приспособлений, но этот комплект отличается своей простотой и скоростью устранения прокола. Комплект для ремонта шин состоит из шприца и клеевой резиновой пасты. Для того, чтобы быстро и эффективно устранить прокол шины в дороге, достаточно проделать всего 3 операции. С помощью воды нужно определить место прокола. При помощи автомобильного компрессора установить давление в шинах не менее 1 атмосферы. При помощи шприца загнать в отверстие порцию резиновой массы из комплекта. Накачать колесо и начать движение можно сразу же после ремонта, без ожидания. Развал колес автомобиля обычно производится на специальном оборудовании. Но что делать, если его нет? Услуга стоит дорого, или же просто банально нужно заменить рычаг или стойку на автомобиле. В этих случаях достаточно сохранить тот угол развала колеса, который был до начала ремонта. Вот как раз для таких случаев стоит приобрести магнитный уровень для установки развала колес авто. Уровень надежно крепится к тормозному диску при помощи сильного магнита. Регулировочный винт позволяет выставить нужный угол, чтобы довести до нужного значения развал колеса. Такой магнитный уровень обязательно нужен в каждом автосервисе, хотя для любителей самостоятельного ремонта автомобиля он тоже не будет лишним в гараже. Колпачок на ниппель колеса выполняет главную функцию по защите золотника от воды и грязи. Но если купить не стандартный, а особый колпачок, то сразу все меняется к лучшему. Уникальный колпачок для ниппеля колеса с подсветкой изменит представление о красоте автомобиля в темное время суток. Колпачки поставляются в комплекте с аккумуляторными батареями AG10, которые нужно устанавливать в колпачок перед установкой на колесо. При покупке необходимо выбрать цвет, потому что колпачки предлагаются с синим светом и с разноцветными огнями. Инерционные датчики включения автоматически включат светящиеся колпачки при движении автомобиля. В ночное время это выглядит очень эффектно. Если требуется помыть автомобиль вручную, часто приходится искать губку или тряпку, которые не всегда могут оказаться под руками. Да и мыть машину первой попавшейся тряпкой весьма неудобно. Для того, чтобы не возникло подобных проблем, необходимо приобрести специальную рукавицу для мойки авто. Выполненная из микрофибры, такая рукавица позволяет не просто отмыть авто от грязи, но и не оставляет царапин на лакокрасочной поверхности. Чтобы промыть автомобиль, не нужна тряпка или губка. Достаточно просто надеть рукавицу и помыть железного коня. Рукавица может быть красного, синего, коричневого, оранжевого или зеленого цвета, а вот кому какой попадется, это решает случай, имя которому рандом.
Если в автомобиле нужно перевезти негабаритные грузы, такие как велосипеды или большие коробки, то в салон они точно не поместятся. В этом случае нужно покупать или багажник на крышу, или прицеп. Но оказывается, есть уникальный кронштейн для перевозки грузов, который позволяет перевозить до 250 килограммов сзади автомобиля. Кронштейн крепится по принципу фаркопа, при этом в транспортном положении он легко складывается, а при необходимости также быстро раскладывается в рабочее положение. На кронштейне можно перевозить до 3 велосипедов или же другие грузы общей массой не более 250 килограммов. Кронштейн сделан из высокопрочной углеродистой стали и оснащен светоотражателями красного цвета. Можно ли промыть автомобиль в дороге, не прибегая к услугам автомобильных сервисных пунктов? Оказывается, можно. Для этого стоит приобрести мобильную мойку высокого давления, работающую от бортовой сети автомобиля 12 вольт. Мойка имеет емкость для воды объемом 25 литров, а также емкость для пенообразователя. Таким образом, если в пути ваш автомобиль стал слишком грязным, что мешает обзорности, а также привлекает недобрые взгляды некоторых блюстителей порядка, то пора остановиться и помыть кузов авто. Для того нужно достать мойку из багажника, подключить ее к прикуривателю, налить воды в емкость и быстро промыть автомобиль. При необходимости можно воспользоваться пенообразователем для более качественной мойки. В комплекте есть насадка с щеткой, а также стандартные насадки для мытья под давлением. На этом все, друзья. Все ссылки на товары из этого видео я оставил в описании. Напишите в комментариях, какой товар вам понравился больше всего. До скорой встречи!